Местных еще не встретили, а жаб уже полно. Так, надо выяснить, где у них жабуарий. Первый день в Бельцах. Наконец-то мы сюда доехали. Ехали из Кишинева на такси. Самое интересное, что нам попался водитель, чудесный парень. Сразу первое знакомство, первый человек, которого мы встретили, рассказал нам практически все о наркосцене, рассказал нам практически все о смысле жизни, о том, как нужно взаимодействовать со Вселенной. Почему в мире так много, как сказать, противоборств на сегодняшний день? Почему так много непонимания между людьми? Почему? А мало наркотиков употребляют. Мало читают, мало образованных. Так нет, а почему к наркотикам такое отношение? Почему общество боится и настолько табуирована эта тема, блин? СМИ. Да, к сожалению, сегодня крайне мало представителей средств массовой информации объективно рассказывают о жизни людей, употребляющих наркотики, и о том, как на самом деле работают проекты снижения вреда. Мы долго думали, как максимально объективно осветить работу проектов профилактики в отдельно взятом городе. Как показать успехи взаимодействия государственных структур и активистов. И у нас возникла одна идея. Идея в том, чтобы приехать в город, вот первый город Бельцы, и попытаться узнать не от кого-то, а собственными ногами, собственным языком, руками найти, где же все-таки проекты снижения вреда, как в реальности работает центр СПИД и как можно сдать тесты, как можно узнать, какие работают программы заместительной терапии, отношения людей на улицах. Попробуем быть клиентами, узнать, как реально ли можно получить какие-то услуги, поменять шприцы, я не знаю, получить консультацию. В общем, мы будем исследовать этот город, как вот сейчас, на июнь месяц 2017 года, как оно здесь все работает. Вот, кстати, по пути первая аптека. Начнем с того, что узнаем, сколько здесь стоят шприцы, можно ли купить. Пойдем. Да. Двушки, трешки, пятерки. Сколько же будет? Ну, 2 двушки и пятерку одну. Что еще? Все? Да, а вы не подскажете еще, вы не знаете, СПИД-центр далеко отсюда? СПИД-центр. Центр СПИД. СПИД-центр? Да. Ну, тест, где можно пройти на ВИЧ. А тест можно Да. пройти в любую поликлинику. Но А я просто не гражданин Молдовы. Ну, платно, да, можно, да? платно в любой лаборатории. Судья да, но сейчас в это время ничего. Ну, не сейчас, завтра. А может быть, вы какие-то тут проекты профилактические, где можно там НКО какие-нибудь, ну, неправительственные организации, которые... Что-то есть, но не знаю. Мы точно не знаем. Ну, есть, да? А название, может, подскажете? Ну, что, люди не знают. Не знаю. Ну, найдем, короче, пакеты. Ладно, спасибо. А одноразовых тестов у вас нет по слюне, там, может, в продаже есть? Нет. Ну, не такие уж прямо. Спасибо большое. Прошу обратить внимание, находимся в Бельцах меньше часа. Спокойно можно купить трешки, пятерки, всего 4 лея или 6 лей взяли с меня. И добрая аптекарша даже сказала, куда можно пойти в СПИД-центр, в ближайшую поликлинику, сдать тест, даже несмотря на то, что я не гражданин, это можно сделать за деньги. Совершенно милая аптекарша, вот не почувствовал никакого там стигмы никакой в свой адрес. Спросил, какие шприцы, дала сдачу с крупной купюрой. И сказали, что здесь есть какие-то проекты профилактики, что есть даже плакат. Я удивлен, честно говоря. Пойдем дальше. Сейчас шли и думали, может быть, нам повезло, что в самой первой аптеке такое отношение получили, и получили и шприцы, информацию. Но мы обязательно проверим в других аптеках, потому что все-таки системный подход – это более важно, чем вот просто везение. Вообще все происходящее с нами в Бельцах временами напоминало нам игру в Форт Боярд. И для того, чтобы пройти квест, нам нужно было собрать все ключи. Помните старца Фура, который давал игрокам подсказки? Волосы треплются, страницы взлетают, сети колеблются, ключи и те играют. Свою первую подсказку, как вы помните, мы получили в аптеке. И утром следующего дня направились на поиски этого ключа. Куда бы вы думали? Правильно, в детский парк. Вот и действительно, в Центральном парке, как нам сказала сотрудница аптеки, мы нашли тот самый баннер, на котором есть вся информация о проекте, который занимается профилактикой ВИЧ-инфекции в Бельцах. Телефон, кем, и, собственно говоря, идем в проект. Но прежде чем пойти в проект, нам нужна была еще одна подсказка, и плакат в парке помог нам получить ее.
Это были телефоны горячей линии Центра дружественной молодежи, где нам предложили пройти тестирование на ВИЧ, и по этому же номеру мы узнали, где находится сайт заместительной терапии города Бельцы, по дороге к которому нас ждал приятный сюрприз. Наши старые знакомые, наши коллеги, активисты из инициативной группы «Пульс». Мы попали в объятия такие сотрудников местного проекта снижения вреда. И сейчас уже идем в мобильную амбулаторию как раз узнать по поводу получения метадона и шприцов. На самом деле узнали, что аптеки сотрудничают с организацией. Есть аптеки, где предоставляют услугу по обмену шприцев. Ну и вот ответ на вопрос. Идем на амбулаторию. Сейчас попробуем взять интервью и узнать, как встать на ЗТ. Ну вот впереди автобусик, это как раз мобильная амбулатория. Сейчас будем выяснять, какие услуги есть. Попробуем взять интервью, надеюсь, согласятся. Мы к вам с визитом хотим узнать, как работает проект снижения вреда. Можете рассказать, какие услуги есть в лаборатории? Да, один из более появившихся новых услуг снижения вреда проектов – это мобильная амбулатория. В данной мобильной амбулатории мы предоставляем такие услуги, как бесплатное конфиденциальное тестирование на гепатиты, ВИЧ и сифилисы. Также есть здесь не тестирование, а услуга для работниц коммерческого секса, врача-гинеколога. Также мы раздаем здесь происходит обмен шприцов, также, как и в пункте обмена шприцов, так же самое здесь происходит. Наша мобильная амбулатория располагается по всему городу, то есть каждый день в определенном месте города. Есть своеобразный график. Есть такие моменты, где ребята не хотят приходить в центр, да, мы ездим, и ребята не выявляются, то есть на массе, то есть они отдельно пришли, получили, сделали свои услуги и пошли дальше по своим делам, своими делами заниматься. Выезжаем на мобильной амбулатории также в районы по северу Молдавии. Мы вчера зашли в первую попавшуюся аптеку, нам продали шприцы, даже рассказали, что есть такая организация общественная, которая предоставляет помощь. И вот как с аптеками вы работаете? У нас есть 4 аптеки, которые работают также с нами, сотрудничают с нашей организацией, также по обмену шприцов. Дадите карточку сходить в аптеку? Конечно. Круто. Ну что, я пошел тестироваться. Меня спросили о конфиденциальности, это очень приятно. Я иду сейчас в амбулаторную лабораторию сдавать тест на ВИЧ и узнаю, какие услуги есть. Тест гепатита, может быть, еще сдам. Можете ВИЧ, сифилис еще. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь. Как вас зовут? Меня Алексей зовут. Меня зовут Лена. Очень приятно, Я Лена. медсестра. Мы делаем тестирование на 3 инфекции: гепатит С, ВИЧ и сифилис. Угу. Состоите на учете с каким-то из этих инфекций или нет? Когда-то болели такими? Да, у меня ВИЧ есть, я на учете состою, но, условно говоря, я хочу знать, может быть, вдруг чудо произошло, вдруг я излечился каким-то образом. Вы не верите в чудеса излечения? Это тест идет на гепатит С. Угу. Вот он так выглядит. Сразу говорится результат. Угу. Такой тест у нас идет на ВИЧ и сифилис. В одном тесте делается получается 2 результата. Ух ты, как интересно. Я первый раз встречаю тест, когда можно одним тестом, одним забором крови узнать результаты сифилиса и ВИЧ. Это очень полезно для секс-работниц, я думаю, востребованы, да? Что они не приходится. Такой вопрос. Вы не употребляли спиртное? Спиртное? Сегодня нет. Сегодня нет. Потому что если не употребляют спиртное, то мы не тестируем. Я понял. Могут быть нет, обратный результат или не. Ложно положительный, ложно отрицательный. Да. Этого достаточно? Да, это 2 капли крови достаточно, чтобы мы сделали анализ. Я с детства не любил вот эти уколы в пальцы, но могу сказать, что вот современные скарификаторы, они совершенно безболезненно это делают. Тоненькой иголочкой, не как раньше в школе, может быть, кто-то помните, там такой шило был, бам, и аж чуть не фонтан крови. Сейчас вот совершенно незаметно. А у вас какой график работы этого пункта? Можете у нас есть график работы, вот у нас наверху есть тоже график, и вот каждый день часы есть разные, у нас есть кто
И даже мы имеем готовые граффити, что вот кому-то надо, кто не знает. Да, они, дайте нам один обязательно. Пожалуйста. Вот у нас теперь будет свое расписание, мы будем знать, где. Да, расписание. Год и месяц рождения, только Да, месяц и год. и месяц и год, да. И отчество. И отчество, по отчеству тоже первые две буквы. Мгм. Ну, то есть И все. все сведения анонимно. зашифрованы, анонимны, и как бы клиенты могут не бояться, не нужно ни паспорт, ничего, достаточно просто назвать две, даже вымышленного имени, наверное. Да, да. Да. Алексей, что сказать? Если можно при всех, я не знаю. Да, Потому можете, что можете говорить при всех, я вам даю разрешение официально Если, да, на то раскрытие только моих, вы, на моих, потому да. что я должна вам говорить, у вас есть гепатит С. Вот на середине есть такая жирная фиолетовая точка. Это значит, что есть гепатит С. Когда его нет, вот у меня нарисовано тут 3 теста есть. Вот когда его нет, должно быть только контрольная быть. А так как она появилась, у вас еще. Прекрасно. Гепатит С. Тест работает, ребята. Действительно, у меня есть гепатит С, я его пролечил, хотя, то есть, если я сдам ПЦР, я надеюсь, он у меня будет продолжать показывать неопределяемую вирусную нагрузку, но антитела сохраняются долго, на всю жизнь, возможно. И вот тест показал, что у меня есть гепатит С. Класс. Да, насчет этих тоже самое. И тест на ВИЧ также положительный. Я также положительно ВИЧ-инфицирован, уже много лет, принимаю терапию. Да. Ну, слава богу, сифилиса нет. Ну, это уже- Жене покажу, дома будет рада. Это все. Спасибо вам огромное. Измай спиной, поликлиника номер 1, в которой расположен сайт выдачи препаратов заместительной терапии. И мы сейчас пойдем, вот время час дня, после часа нас примет нарколог, узнаем, как стать клиентом программы заместительной терапии. Ну и вот в больнице в одном коридоре, слева от меня кабинет выдачи препаратов заместительной терапии, за моей спиной там кабинет нарколога, и сразу напротив комната отдыха для клиентов, где они могут получить консультации равный равному от сотрудников центра. Кроме того, здесь можно получить консультации психолога и социального работника. Нам удалось поговорить с врачом-наркологом сайта заместительной терапии доктором Эдуардом Ненеску, и в течение разговора мы узнали следующее. Метадоновая программа в Молдове ориентирована на протоколы ВОЗ. Метадоновая терапия доступна в местах лишения свободы. Лечение не прерывается в случае госпитализации клиентов в другие лечебные учреждения. Общее число клиентов метадоновой программы в Бельцах 100 человек, 16 из которых получают метадон на руки. А еще мы узнали, насколько доступна заместительная терапия для неграждан Молдовы, то есть для гостей страны. Я, будучи там гражданином, условно, Российской Федерации, приехал к вам, не имея гражданства, не имея, Молдову на какое-то время. Но я наркозависимый, так получилось. Я приду к вам за помощью. Что вы сможете мне предложить? Россия не признают. Хорошо, у меня есть второе гражданство, израильское. Я также житель, гражданин Израиля. Да, у нас были такие случаи. Именно с Израиля был, то есть к нам обратился с выпиской оттуда. На какое-то время, которое было у нас, она принимала тут, потом она уехала, потом вернулась опять, то есть как бы не было проблем. И с Украины тоже у нас был случай, когда у нас... То есть главное условие, если есть выписка от врача, как бы с поставленным диагнозом. Документ, удостоверяющий личность, ну, конечно, паспорт, потому что должно быть именно гражданин чьей страны и откуда он. И выписку от врача, на какой дозе он находится, время какое-то. Врачи, как бы, я думаю, во всех странах знают об этом. Там краткое описание, сколько принимает, какое время, какую дозу принимает. И когда последний раз принимал метадон. Да, если он на метадоне. А если на бупрофене? У нас пока нету. Вот так вот. Паспорт, выписка от врача и милости просим. Рассказ о метадоновой программе был бы не полон без комментариев клиента. Вопрос по качеству заместительной терапии, насколько удобно организована работа кабинета выдачи метадона и как это для пациентов, в чем сложности есть, может быть, в чем удобство, неудобство. Честно сказать, как бы для некоторых график подходит это, кто здесь живет поблизости, а есть ребята, которые живут на другом краю города, и зачастую у многих нету на проезд. И по субботам, воскресеньям или выходным дням нерабочим всего лишь час времени с 8 до 9 выдают заместительную терапию, и некоторые даже просто не успевают сюда добраться. А так, в общем, как бы все нормально. Еще есть такие моменты, что
И в такие будние дни как бы у нарколога много работы, и приезжая сюда, помимо того, что выдает заместительную терапию, нарколог, он еще и делает экспертизы. Бывают такие моменты, когда сюда приезжаешь, и милиционеры привозят кого-то на экспертизу, и вот надо ждать в очереди по полчаса, а то и поболее, пока они сделают свое, потом, естественно, уже выдают метадон. Поэтому хотелось бы, чтобы пересмотрели график выдачи. А как это сказывается на, скажем, труде, на возможности работать спокойно? В плане людей, клиентов заместительной терапии, ну, есть такие люди, которые на заместительной терапии, они работают, ну, есть 2 медсестры, одна из них приходит пораньше, где-то в половине 8-го она уже здесь, для того, чтобы ребята, которым еще не выдали надо метадон, они приезжают к половине 8-го, они пьют свою дозу и после этого едут на работу. Но есть в программе предусмотрена выдача метадона на дом, там как бы есть некие критерии, но это надо 4 месяца быть приверженным к программе, и только после этого уже там проходит тестирование. Если он проходит по критериям, то ему выдают первый месяц сначала на выходные выдают, второй месяц там 2 раза в неделю, и третий месяц уже раз в неделю ему выдают. И он как бы, ну, удобно. В этом плане удобно, да. Этим интервью мы заканчиваем наш второй съемочный день в Бельцах, и пока мы отдыхаем, предлагаем вашему вниманию информацию по наркотическим законам Молдовы. Незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотиков, прекурсоров, этноботанических средств и аналогов таковых в малых размерах, а равно потребление наркотиков без назначения врача, влекут наложением штрафа в размере от 12 до 30 условных единиц или назначение наказания в виде неоплачиваемого труда в пользу общества на срок до 72 часов. Утром третьего дня нашего пребывания в Бельцах мы направились в Центр интегрированной помощи Ассоциации «Молодежь за право на жизнь», где, как нам было известно, располагался пункт обмена шприцев. Совмещая приятное с полезным, по дороге мы сполна насладились дарами молдавского лета. Ну вот пункт обмена шприцев в социальном центре для людей, уязвимых к ВИЧ. Я клиент, хочу получить шприцы. Сейчас посмотрим, как это произойдет. Здравствуйте. Меня Алексей зовут. Я хочу воспользоваться услугами центра по обмену шприцев. Можно это сделать? Можно, конечно. Но сначала надо пройти скрининг. Вы находитесь в зоне риска, употребляете наркотики? Да, я употребляю наркотики, живу с ВИЧ. Ну, эта информация закрытая, вы можете мне ее не сообщать, она мне не нужна. Это проводится не на камеру, это проводится разговор тет-а-тет. Я вас регистрирую, тоже это анонимно, все, вернее, конфиденциально. И выдаю вам карточку, вы приходите сюда, получаете шприцы, презервативы, салфетки. Здорово. Скажите, а вот по этой карточке я знаю, что у вас есть ряд аптек, которые сотрудничают. У нас 4 аптеки в городе уже работают в программе снижения вреда. Вот у нас есть брошюра, где есть адреса, это мы даем своим бенефициарам. Они тут видят, тут адреса есть. Значит, в случае крайней необходимости они могут подойти с этой карточкой, которой они у нас зарегистрировались, они могут подойти в аптеку, в одну из этих 4, получить 5 шприцов, необходимых там салфетки, ну и там им что-то из дезинфектантов, если есть в наличии. Давайте посмотрим, что у вас есть из шприцов. Шприцы у нас есть всех размеров, по необходимости от какого, в зависимости от того, какой наркотик вы употребляете. Есть у нас вот инсулиновые шприцы с тоненькой иголкой, есть у нас двушки. Лучше двушки. Есть двушки, значит, я вам выдаю двушки, значит, выдаем мы из расчета 2-3 шприца на день. Вот. Ну, обычно к нам сюда приходят люди раз в неделю, ну, то чаще, кому необходимость, приходит чаще. Значит, он получает, 14. Не хватает, значит, потому что для выборки надо, там и другие шприцы, берутся 20-ки, допустим, 10-ки. Я выдаю по необходимости шприцы, которые нужны. Это с учетом того, что у вас есть карточка, что вы являетесь бенефициаром нашей программы снижения вреда. Ну вот, значит, это 2. Сколько вам необходимо? 2. Да, пожалуйста. Выдается салфетка спиртовая. К этому. Но тут еще система в чем? У нас пункт обмена шприцев. То есть люди, которые, вы первый раз, допустим, да, вы получаете так. Люди, которые приходят сюда за шприцами, которые участвуют в программе уже
какое-то время, они должны приносить шприцы в обмен, чтобы мы очистили город, чтобы не валялось по городу. То есть шприцы использования приносят сюда, у нас есть контейнер, боксы специальные, которые потом утилизируются, они сдают шприцы и получают новые. Спасибо. Ну а карточку мы запомним уже без камеры. Оформление карты клиента заняло у нас не более 10 минут. Небольшая анонимная анкета и в результате доступ ко всем услугам проекта. Ну вот теперь я официально стал клиентом программы снижения вреда города Бельцы. У меня есть свой номер, у меня есть своя карточка. И я знаю, где аптеки, и я знаю, как могу прийти сюда и получить шприцы, презервативы и другие услуги. Вот карточка клиента, сзади аптека, которая сотрудничает с проектом снижения вреда и предоставляет услуги. Сейчас пойдем получим набор, который выдается на руки потребителям наркотиков при предъявлении карточки проекта снижения вреда. Пойдем. Извините, ну посмотрите на меня. Да, карточку отдали, вот всего 5 минут, даже никаких вопросов. Сейчас дадут набор. Все в действии. И клиенты даже есть, которые получают вместе с нами. Система работает. Удивительно. Никаких лишних вопросов. Есть информация о проекте. Нужно распространять по остальным аптекам, чтобы можно было в любом месте получить в любое время, потому что неудобно время работы всего до 5 вечера. Спасибо. Спасибо. Вот и все. Ну вот как итог. Перекись водорода, гепариновая мазь, чтобы лечить вены, спиртовые салфетки, стерильный бинт и шприцы, те, которые я попросил, 5. Без лишних вопросов, без очередей. Врач на пункте обмена шприцев попросил нас уничтожить карточку, чтобы она не попала в руки и не стала механизмом по нечестному использованию средств проекта. Поэтому делаем обещанное. Ну что ж, карточка клиента уничтожена, первая глава истории проекта Сити написана, впереди нас ждут новые города и новые встречи. Уверен, у этой истории будет счастливый конец. Конечно же, не все отснятое вошло в это видео, но весь материал будет храниться вот на этой флеш-карте. Мы бережно запечатаем его вот в этот конвертик и напишем на нем название города Бельцы. И через какое-то время, когда мы вернемся сюда снова, мы откроем этот конверт для того, чтобы сравнить, каких же изменений удалось добиться благодаря работе проекта Cities в городе Бельцы. Мы были в Бельцах 3 дня, и, признаться, нас приятно удивил уровень местных сервисов для наркопотребителей. Причем сервисов, зачастую финансируемых государством. Но при этом узнать что-либо об услугах и программах снижения вреда в интернете гораздо сложнее, чем, например, найти там что-либо о продаже запрещенных веществ. По приезду в Кишинев мы даже провели в гостинице эксперимент. Нам понадобилось всего 3 минуты для того, чтобы получить исчерпывающую информацию о покупке наркотиков в Молдове. Но при этом узнать что-либо об услугах профилактики и программах снижения вреда в интернете гораздо сложнее, чем, например, найти там что-либо о продаже запрещенных веществ. И это с учетом того, что все услуги профилактики легальны, а продажа наркотиков преследуется по закону, и на войну с наркотиками тратятся огромные деньги. О чем этот эксперимент лично мне говорит? Вот для того, чтобы открыть проект снижения вреда, нам нужно как минимум найти качественно обученных сотрудников, найти инициативного человека, который этим займется, согласовать с городом, согласовать со всеми службами, найти донора, если государство не дает денег, найти иностранного донора, написать заявку, предусмотреть все нюансы организационные, бюрократические, пройти кучу всего, и далее, возможно, у нас получится достичь целевой аудитории. На сегодняшний день с помощью интернета, как вы видели, в течение менее 3 минут, приехав в город, где я лично первый раз нахожусь,
я уже нашел кучу контактов по приобретению различных наркотиков. Причем это современные наркотики, которые опасны с точки зрения вреда для здоровья. Так вот, вывод такой, что если мы действительно хотим добиваться эффективной профилактики, нам нужно быть как минимум такими же быстрыми и также быстро развивать свои программы. Иначе мы никогда не угонимся. Вот такой вот вывод.